Шумиха вокруг Суперлиги набирает обороты. Реал хочет вернуть Варана. 4 клуба для Джейдона Санчо. Левандовский остается в Барселоне. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать о том, что у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь актуальные новости из мира футбола, а также трансляции матчей топовых чемпионатов. Ссылку я оставлю в описании. Сразу 4 немецких клуба наблюдают за ситуацией вокруг Джейдона Санчо, сообщает 90min. Напомню, у английского футболиста в начале сентября возник конфликт с Эриком Тен Хагом. После этого игрок не появлялся на поле. По информации источника, на Санчо претендуют такие команды, как Байер, Лейпциг и Штутгарт. А фаворитом на подписание англичанина является бывший клуб футболиста Дортмундская Боруссия. Санчо выступает за МЮ с лета 21-го. Суд Европейского Союза встал на сторону Суперлиги. Постановили, что у FIFA и УЕФА нет исключительного права организовывать европейские футбольные турниры. В судьбе Суперлиги важнейший поворот. Это важнейший зеленый сигнал. Суд фактически заявил, что FIFA и УЕФА злоупотребляют доминирующим положением. Правила этих организаций относительно Суперлиги, согласно заявлению суда, противоречат законодательству о конкуренции и свободе предоставления услуг. Правила FIFA и УЕФА, согласно которым любой новый межклубный футбольный проект, такой как Суперлига, должен быть предварительно одобрен ими, противоречат законодательству ЕС. Запрет клубам и игрокам играть в других соревнованиях незаконный. В то же время суд отмечает, что правила FIFA и УЕФА, касающиеся использования медиаправ, наносят ущерб европейским клубам, всем компаниям, работающим на медиарынках, и в конечном счете потребителям и телезрителям, не позволяя им наслаждаться новыми и потенциально инновационными или интересными соревнованиями, говорится в решении суда. «Мы завоевали право на конкуренцию. С монополией УЕФА покончено», заявил глава проекта Суперлиги Бернд Райхард. Футбол стал свободным. Клубы теперь свободны от угрозы санкций и могут сами определять свое будущее. Но стоит понимать, что решение суда не означает, что Суперлига будет создана. По сути, Суперлига получила подтверждение того, что регламенты УЕФА и ФИФА не могут запретить такой проект. УЕФА будет и дальше бороться с Суперлигой. Организация отреагировала сразу. Это решение не означает одобрение или признание так называемой Суперлиги. Оно скорее подчеркивает существовавший ранее недостаток в системе предварительной авторизации УЕФА. Технический аспект, который уже был признан и устранен в июне 2022. УЕФА уверен в надежности своих новых правил, в частности в том, что они соответствуют всем соответствующим европейским законам и нормам. УЕФА по-прежнему решительно отстаивает европейскую футбольную пирамиду, гарантируя, что она и дальше будет служить широким интересам общества. Мы продолжим формировать европейскую спортивную модель совместно с национальными ассоциациями, лигами, клубами, болельщиками, игроками, тренерами, институтами ЕС, правительствами, партнерами. Мы верим, что основанная на солидарности европейская футбольная пирамида, которую болельщики и все заинтересованные стороны провозгласили своей незаменимой моделью, будет защищена от угрозы выхода из нее европейскими и национальными законами. Также вчера появилась информация о том, что УЕФА планирует отказаться от нового формата Лиги Чемпионов, чтобы победить Суперлигу. Новый формат Лиги Чемпионов представляет собой чемпионат из 36 клубов. Однако руководство УЕФА готово отказаться от этой идеи и оставить существующую систему розыгрыша. Еще вчера прошла презентация самой Суперлиги, на которой раскрыли формат турнира. В нем будут принимать участие 64 клуба, которые будут поделены на 3 дивизиона. Во всех дивизионах соревнования будут проходить в 2 стадии – этап лиг и этап плей-офф. На данный момент дивизионы турнира выглядят следующим образом. Первый – звездный, 16 команд, разделенные на 2 группы. Второй – золотой, в котором также 2 группы по 8 команд. А третий дивизион – синий, в котором 32 клуба по 4 группы. На первом этапе команды будут играть в рамках своих лиг по 2 матча – домашний и выездной. Всего на этапе лиг состоится 14 матчей. Из звездного и золотого дивизионов в плей-офф выйдут по 4 лучшие команды из группы.
а из синего лишь по 2. Этап плей-офф будет стартовать сразу с 1/4. В четвертьфинальных и полуфинальных соревнованиях команды проведут по 2 матча дома и на выезде. Финал пройдет на нейтральном поле. Два клуба, занявшие последние места в звездном дивизионе, попадут в золотой. Лучшие команды из золотого поднимутся в звездный. Из золотого дивизиона вылетают худшие команды групп. Их заменяют финалистами синего. Из синего по итогам сезона выбывают сразу 20 клубов. Их заменят на лучшие команды национальных чемпионатов. Комментарии клубов и футбольных лиг об участии в Суперлиге не заставили себя долго ждать. Например, АПЛ снимет 30 очков и оштрафует на 29 миллионов евро любой английский клуб, который попытается вступить в Суперлигу. На Великобританию не распространяется европейское законодательство, поэтому лига вправе вводить санкции против клубов. Об этом написали Reuters. На данный момент публично отказались от участия в Суперлиге следующие клубы: Челси, Копенгаген, Тоттенхэм, Ман-Сити, Аталанта, Селтик, Манчестер Юнайтед, Бавария, Боруссия, ПСЖ, Монако, Атлетико Мадрид, Севилья, Валенсия, Рома, Реал Сосьедад, Фейенорд и Интер. А дали согласие на свое участие в турнире Реал Мадрид, Барселона и Наполи. Рафаэль Варан может вернуться в Реал. Мадридский клуб заинтересован в подписании защитника Манчестер Юнайтед в связи с травмой Давида Алабы, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк. Французский футболист выступал за Реал с 2011 по 2021 год, после чего перешел в Юнайтед за 34 плюс 8 миллионов фунтов. Роберт Левандовский не покинет Барсу в ближайшее время. Каталонский клуб не планирует продавать нападающего, несмотря на ухудшение показателей в этом сезоне, сообщает АС. Президент Барселоны Жоан Лапорта сделал большую ставку на то, что поляк сыграет важную роль в проекте Хави и продолжает верить в него. Тренер также не утратил веры в Роберта и убежден, что он восстановит высокую результативность. По этой причине Блауграна не будет рассматривать предложения из Саудовской Аравии. Прошлым летом Левандовский уже отклонил предложение от ближневосточного клуба, так как решил выполнять свои обязательства перед Барсой. Барселона не хочет продавать форварда ни в зимнее, ни в летнее трансферное окно. В клубе рассчитывают, что 35-летний футболист будет выступать в качестве лидера на поле и помогать Витору Роке в его адаптации к команде и чемпионату Испании. Руководство Манчестер Юнайтед всерьез рассматривает возможность с приобретением крайнего нападающего Реал Сосьедада Такифусы Куба. Об этом сообщает The Sun. По информации источника, с начала нынешнего сезона скауты Красных Дьяволов 7 раз посещали матчи Реал Сосьедада с целью просмотра японца. Подчеркивается, что для того, чтобы подписать Куба, английский клуб готов предложить 43 миллиона фунтов, а также предоставить Реалу вингера Антони на правах аренды.